Часть вторая. Загадка цифры 7. Предупреждаю, смотреть этот выпуск бессмысленно, если вы не видели первую часть. Надеюсь, информация об общем строении неба немного улеглась в вашей голове, а значит, пора разобраться в принципе работы хрустальных сфер и понять их назначение. Итак, рассмотрим скорлупу под несколькими углами зрения. Скорлупа как матрешка. Правильная матрешка должна быть выточена из 7 фигурок. Это зашифрованная модель человека. 7 тел вложены друг в друга, где самое маленькое, слабое и уязвимое физическое тело защищено 6 восходящими в размерах тонкими телами. В тела людей боги вмонтировали импланты в виде желез внутренней секреции, секрет внутренних желаний. Это форсунки для тотального контроля человека, тела, психики, посредством впрыскивания гормонов в нужных дозах, в нужное время. Богам нужное. Сигнал железам на впрыск гормонов подают энергоцентры, чакры, расположенные вдоль позвоночника. Видящие знают, что каждая чакра на тонком плане светится своим цветом, причем цвета расставлены в порядке радуги. Если железы управляются чакрами, то чакры, в свою очередь, управляются небесными сферами богов. Каждый хрустальный слой скорлупы подает сигнал на свою чакру согласно частоте своего цвета. 7 чакр, 7 сфер управления, 7 богов-кураторов. А вот, кстати, и они. Исида, Ра, Сехмет, Хансу, Тот, Хатхор, Хнум. У каждого бога на голове изображена своя сфера влияния. Египтологи ошибочно считают их солнцами и луной, при этом никак не объясняя, откуда взялось столько солнц. Как вы догадались, каждый народ по-своему называл и изображал одних и тех же богов в сферах. Например, древние египтяне – Сехмет с львиной головой, для нас король лев, король левства. Заметьте, если египтяне звериный облик богов изображают на камне, то мы этот зоопарк описываем в сказках. Финис ясный сокол, царевна лебедь, ворон воронович, а в сказке про Марью Моревну вообще 3 птицы взяли в жены 3 сестер и унесли их в свои царства, шарства. Хочу подчеркнуть, что до выхода на сцену Иеговы наши взаимоотношения с богами были более-менее дружелюбные. Люди хоть и находились в полной зависимости от их воли, но при этом спокойно ходили к ним в гости, прямо на небо. Об этом поговорим подробно в 3-й части нашего выпуска. Итак, подведем итог. Инстанции богов подают сигнал в чакры, а те, в свою очередь, подают сигнал на железу, которая впрыскивает гормон в кровь, и человек просто не в состоянии сопротивляться тому, что хочет от него тот или иной бог. Скомандовали спать, значит спать, есть, значит есть. Размножаться? Деваться некуда, будем размножаться. У детей половая чакра выключена, поэтому они временно освобождены от самой термоядерной кнопки богов. Во время осознанного выхода в астрал или просто во сне мы видим такие цвета и слышим такие звуки, которые не встречаются в физическом мире. Просыпаясь, мы не способны осознать и тем более пересказать такой сон, потому что наши 5 органов чувств слишком примитивны. Но дело не только в их примитивности. Даже если бы наши анализаторы расширились в уровне сверхчувствительной аппаратуры, мы бы восприняли окружающий мир всего лишь в более развернутом диапазоне, но все равно увидели бы только 7 цветов и услышали бы только 7 нот, потому что вся планета ограничена этим числом. Заметьте, у скорлупы 7 сфер влияния. Какое совпадение, не правда ли? Дело в том, что одним из эффективных способов управления живыми существами является ограничение их восприятия. Таким образом, мы вкушаем лишь крохи с барского стола, не подозревая, насколько богато и разнообразно накрыт сам стол. Многие сейчас воскликнут: «Но ведь радуга и музыка прекрасны». На что я вам отвечу? Что вы просто слаще морковки ничего не ели.
Скорлупа как световой ограничитель. Не забываем, что освещают нас лампы, звездные сферы, а не Солнце, которое всегда лишь дополняет освещение прямыми лучами. Поэтому свет, выпущенный их звездные сферы, проходит сквозь 7 хрустальных барьеров, становится ограниченным по спектру, потому что каждая хрустальная сфера носит свою лепту, наделяя поток именно своей длиной световой волны. И таких корректировок происходит 7. В итоге оригинал светового пучка доходит до нас, обрезанным в виде всего лишь 7 цветов. Вот почему скорлупу называют лунной радугой. Скорлупа как звуковой ограничитель. В музыкальной среде есть 2 страшные тайны, покрытые мраком, и никто их вам не раскроет, потому что ответов сами не знают. Итак, звуки иногда называют грубыми и тонкими. Данная ассоциация связана с сечением струны или диаметра отверстия, из которого звук извлекается. Звуки также делят на коротковолновые и длинноволновые, и тут все понятно, ибо замеряется длина волны звукового колебания. Но самая распространенная характеристика звука – это дробление его на низкие, средние и высокие частоты. Что значит «высокий» или «низкий»? В музыкальных инструментах клавиши, струны или клапаны для входа воздуха расположены по вертикали. Нет. К тому же, если инструмент перевернуть вверх ногами, частота звука не изменится. А может, высокий человек имеет более тонкие голосовые связки, и его голос более высокий, чем у людей с маленьким ростом. Чушь. От высоты скелета тембр голоса не зависит. Так почему же звук делят на высокий, средний и низкий? Это была первая тайна. Тайна номер 2. Почему нот именно 7? Вам не откроют и подавно. Внимание! Можете перерыть весь интернет, окончить музыкальную школу или даже породниться с династией Бахов, Моцартов и Бетховенов, но вам так и не узнать, почему нот 7. И почему звук называют высоким или низким. А потому что хрустальные инстанции в небе засекречены, а вместе с ними и ответы на эти простых 2 вопроса. Дело в том, что сферы постоянно вращаются относительно друг друга с бешеной скоростью. При трении сфер возникает звуковая волна. 7 сфер, 7 нот. Пространство между сферами также поделено на слои, тона. Тона, в свою очередь, поделены на полутона. Самая нижняя сфера самая большая, поэтому звук у нее самый низкий, грубый. Теперь понятно, что чем выше сфера, тем и звук выше. Вот почему испокон веков звук называют высоким и низким. Как с вопросом про глобус, небо и армиллярную сферу. Это лишнее подтверждение, что дикие немытые варвары прекрасно знали, как на самом деле устроено небо. Учитывая гигантский размер этого музыкального инструмента, у других нот шансов на существование просто нет, так как их длина волны сразу заглушается небесным мегагенератором. По аналогии со световым спектром, здесь также заложена звуковая диверсия. Но несмотря на подлянку богов, люди со сверхчувствительным слухом способны извлекать музыку напрямую с неба. Мы думаем, что гениальные композиторы свои произведения придумывают, а на самом деле они просто слушают и записывают движения хрустальных сфер, хотя сами этого не осознают, объясняя нам, что мелодия сама зазвучала в их голове. Вот что такое музыкальный слух, а не то, что нам впаривают. Помимо перечисленных функций, 7 сфер одновременно представляют собой гигантский фотонный генератор, который предки окрестили фата, контролирующий не только чакры, цвета и звуки, но и последовательность жизненных сценариев каждого живого организма на поверхности Земли посредством фотонного излучения. Не путайте лунную радугу с месяцем, как это делает глубинная книга. Месяц – это всего лишь шлюз в первую хрустальную инстанцию, а Луна – это название всего мегакомплекса из 7 сфер управления. Подведем итог. Как известно, совершенству нет предела, но вот беда.
Восприятие нам урезали до 7 уровней, а значит, мы живем в ограниченных условиях. А значит, об эволюции на Земле не может быть и речи. У живого существа есть одна особенность. Существо либо развивается, либо деградирует. Третьего не дано. Следуя этой логике, на 7 уровне мы упремся в потолок. А учитывая, что третьего состояния не дано, мы тут же начнем деградировать к 1 уровню. Таким образом, можно сделать логическое умозаключение. Либо мы все скоро исчезнем с Земли, либо исчезнут эти ограничения в 7 уровней, ибо третьего нам не дано. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.